Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом видео я расскажу для вас как раз-таки про то самое роковое солнечное затмение, которое ждет нас всех 14 октября 2023 года. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и я буду рассказывать. А если вы еще, мои дорогие, не подписались на канал, подписывайтесь сейчас и жду ваши вот такие гигантские, огромные комментарии под этим видео. Поехали! Ну что, как говорится, солнечное затмение совсем-таки близко. Случится оно в октябре месяце. 14 октября с 20 по 23:59 по московскому времени можно будет наблюдать это затмение, то есть максимально его влияние будет ощущаться в это время. Поэтому обращайте внимание на свои эмоции, страхи, желания, переживания, чего боитесь, чего хотите, чего не хотите, чего никогда не хотите сделать, что зареклись никогда. Ловите себя на мысли, записывайте, потому что, как говорится, никогда не говори никогда, потому что придет солнечное затмение, и все никогда начнут потихоньку реализовываться. Поэтому признайтесь себе в этом заранее, чего же вы на самом деле не хотите. Потому что во время этого затмения Солнце будет в соединении с Луной, в соединении с Меркурием, в соединении с северным кармическим узлом, то есть Раху, да, все это будет в квадратурах с Плутоном, и это будет максимально вытаскивать наружу все страхи, все наши переживания. То есть скрыться не получится. Кто решит скрыться в этот раз, ну, у нас еще коридор событий до лунного затмения, как говорится, до конца октября. Поэтому, дорогие друзья, решайте, либо решайтесь. Лучше, конечно, решаться, да. Затмение будет в знаке весов, что говорит о том, что может произойти все, что угодно, как так и хорошее, так и плохое. Почему будет происходить плохое? Потому что вы упираетесь, не хотите идти вперед, а уже давным-давно пора распрощаться со всем тем хламом, который вы не хотите выбросить, да, из своей жизни. Те отношения, ту работу, тех друзей, то место жительства, ну, то есть это та жизнь, которую вы просто прикрываетесь, да, что она у вас такая классная, потрясающая, в такой шоколадной обертке, а все на самом деле копни внутрь, и оно все вообще ни разу не так. Поэтому, дорогие друзья, оголяйте свои провода, как говорится, вытаскивайте все наружу, чистите свои нервы, потому что затмение это как раз-таки сдвинет с мертвой точки все то, что давно не двигалось. И вы спросите меня: Женя, а может не стоит, может все-таки как-то пронесет, может быть как-то мы не заметим это затмение? Я скажу: нет, заметите, потому что управитель этого затмения расположен как раз-таки в соединении с Лилит и в оппозиции с Сатурном. Ну, как бы трудиться придется. Придется очень много трудиться, придется выгребать самолично, своими ручками, своей головой, своими мозгами из этой ситуации. То есть без приложенных усилий, без стараний, без своего эмоционального выхлопа, без тех самых моментов, когда мы готовы, ну, то есть не получится как бы замириться и сказать: ой, потерпим еще. Нет. Придется трудиться, прям вот выгребать. Придется вот эти эмоции, которые давно сидели, чувство вины, злоба, страхи, вот придется вот их прям вытаскивать наружу и прям вот в них разбираться. Любим мы это? Конечно же нет. Не сделали мы это почему? Потому что откладывали на потом. Но Лилит в соединении с Венерой в оппозиции с Сатурном заставят это сделать. Потому что время пришло, как говорится. И этот коридор событий, коридор затмений, да, он как раз-таки нам и необходим. Дорогие друзья, если же вы хотите узнать, по какой именно сфере в вашей жизни проедет солнечное затмение и где же у вас будут те самые вопросики, оставляйте в комментариях здесь именно дату, место и именно время вашего рождения, хотя бы приблизительно, да, ну, как приблизительно, хотя бы до часу, да, в каком часу вы родились, да, и я отвечу именно в какой сфере вас настигнет это солнечное затмение и где вы начнете решать ворох своих тех самых сложных вопросов для того, чтобы выгрести из этого коридора затмения получилось у вас очень даже логично и продуктивно. Итак, это солнечное затмение случится с нами
5-м доме гороскопа. И этот дом отвечает как раз-таки за сферу детей, семьи, родителей, всех тех ценностей душевных, эмоциональных, которые мы с вами любим, которые мы с вами боимся, волнуемся. Тот самый огонь, который дает нам стимул для жизни, та самая энергия, которая дает толчок к развитию, будь это творческая энергия, будь это энергия счастья, радости или праздника, да? То есть все те эмоции, которые нам с вами нравятся, естественно, затронет сфера друзей, сфера больших начал, хобби, больших проектов в будущем. То есть для того, чтобы нам с вами пойти в будущее, необходимо разобраться в том самом внутри себя, в своей душе. Делать мы это не очень-то любим, да, так сказать, но делать это на самом деле, разгребать-то приятнее, потому что плюшки приходят сразу же, сразу. Дорогие друзья, если мы думаем, что пронесет, не случится, как-то обойдет нас это солнечное затмение, ну нет же, скажу вам, потому что да, максимально солнечное затмение будет работать там в 5-м доме, в 4-м доме, то есть, естественно, затронется и 10-й, 11-й дома, да, то есть, ну, если вам рассказать по знакам, то это львы, это все огненные знаки, это раки, это козероги, это водолеи, затронут максимально, для них будет активно это солнечное затмение, но это же не просто один какой-то пик, да, всегда есть энергия и до, и после, то есть энергия до солнечного затмения и после, которую мы входим в коридор просто вот этой энергии, которая продлится у нас еще на несколько недель, да, поэтому, дорогие друзья, готовимся все знаки зодиака, будьте на страже, будьте начеку, потому что придется кропотливо работать. А так как именно с этого сентября, буквально вот на днях у нас еще и ретроградный станет Уран и Юпитер, то у нас на момент солнечного затмения будут в ретроградности все высшие социальные планеты, то есть Юпитер ретроградный, Сатурн ретроградный, Уран, Нептун и Плутон, они тоже будут в ретроградном движении, понимаете? Поэтому, а что означает у нас вот это положение звезд на небе, да, как говорится? Оно означает, что необходимо трудиться. То есть мы по всем планетам возвращаемся как бы назад. Для чего? Для того, чтобы доделать то, что не доделали. То есть нам дается еще один мощнейший шаг и рывок для того, чтобы вернуться, что-то там изменить и пойти уже дальше, чтобы открыть как раз-таки этот коридор возможностей, чтобы жизнь не шла так же, как она текла, шатко, валко и вяло текущая, вот чтобы не было вот этой рутины, скучной и неинтересной, а для того, чтобы мы вернулись, поменяли ход событий и пошли другой дорожкой, потому что сразу откроется, я не просто так говорю, коридор возможностей, да, коридор событий, коридор возможностей, и это на самом деле и есть то самое счастье, когда мы можем сделать работу над ошибками. Мы не любим это делать, но нам даст такой шанс. Дорогие, вы мне скажете, кого больше всего заденет это солнечное затмение? Я бы, конечно, хотела сказать, что какие-то знаки зодиака ну, пропустят, перепрыгнут, у них не будет какого-то напряжения в эти моменты, да, но сейчас расскажу подробнее про каждый знак зодиака, оставляю здесь тайм-код для того, чтобы вы могли пролистнуть свой знак зодиака, отправляйте это видео друзьям, пусть они точно так же шерят, смотрят, отматывают себя и смотрят вот эту информацию в самом начале. И обязательно информацию в самом конце, потому что там я всегда рассказываю, что с этим делать-то на самом деле, да, почему это все так сложно и как с этим бороться. Как говорится, зачем бороться, если можно это сделать, понять и больше не совершать этих ошибок, да? Пойти дальше, встать на уровень выше, потому что очень актуально в это солнечное затмение будет как раз-таки история с нашим социальным статусом, с нашим положением финансовым, душевным, материальным и нематериальным. Итак, овны,
Овны, любимчики наши, вы будете больше всех пахать. Хотела бы сказать, что овны пахать не будут? Нет. Овны будут больше всех пахать, причем у овнов это получится прям классно, продуктивно, мощно. То есть овны, если вы будете выгребать из той ситуации, которая вам не нравится, быстро, то есть я бы так сказала, ускоренно, да, будет вам счастье. Если вы решите отморозиться и сказать, я ничего не понимаю, меня здесь вообще нет, все будет очень плачевно. Какие ситуации и дома с вами будут происходить, да, какие истории будут с вами случаться. А здесь истории очень даже глобальные, которые, естественно, будут идти изнутри, да. То есть самые страшные страхи, которые в вас сидят, вытаскивайте, готовьтесь к этому солнечному затмению, да, будут выходить наружу, то есть оголятся все ваши нервы, все ваши страхи, то, чего вы боитесь на самом деле, потому что вы боитесь даже не то, что вот бояться ради бояться, а здесь истории глобальных прорывов, но вы не идете туда, потому что вы очень сильно боитесь. Это как такой страх, я хочу стать суперзвездой, но это, блин, это же страшно. Ну, то есть вот такая история, да, у вас, овны. Это история о том, вы хотите переехать, но вам страшно это сделать, потому что вы боитесь даже сделать маленькие какие-то шаги. Вы хотите отдохнуть от всего, стать спокойнее, расслабленнее, но вам страшно отпустить контроль, потому что вы привыкли все контролировать, вы привыкли вот эту энергию держать сконцентрированно, мощно, да, то есть не выплескиваете. И в этом и есть, овны, ваш страх. Вы хотите сделать что-то мощное, массовое, культурное, красивое, но вы боитесь создавать красоту, потому что вам кто-то сказал когда-то, что это некрасиво, или вы так это решили. Поэтому, овны, разбирайтесь. Да, дорогие овны, для вас энергия, та, которая будет происходить, она будет идти только в плюс. То есть у вас получится это сделать продуктивно, мощно. Вот та самая приятная энергия, которая способствует развитию, стабильно, динамично, вперед, вперед и вперед. И уже когда мы дойдем с вами до лунного затмения, вы уже получите первые плоды. То есть вы уже тот самый знак, который сможет за 2-3 недели ощутить невероятный скачок. Невероятный скачок. То есть вы быстро получите и результат. Поэтому, дорогие овны, разбирайтесь в своих страхах, почему вы не идете к своим глобальным, большим, мировым, таким мощным целям, почему вы к ним не идете, почему вы стоите на месте. Вот это вам нужно понять. Дорогие тельцы, для вас наступит момент как раз-таки, который придется... Вот думаю, какое слово подобрать, тяжелое или полегче, да, скажу как есть, да. Придется обращать внимание на других людей, то есть стать теплее, стать мудрее, найти ту самую мудрость и философию, то есть философию принятия, любви к не только к материальным благам и ценностям. Это затмение как раз-таки скажет вам обратить свой взор на тех людей, кто находится с вами рядом, кто с вами взаимодействует больше всего. Это ваша семья, ваши близкие, любимка. То есть любимый человек это особенно, да, то есть любовь, страсть. То есть если вы семейный человек, то есть все те люди, кто с вами живет, семья, дети, необходимо будет как раз-таки стать теплее к ним, обрести ту самую мудрость в общении, наладить этот контакт. У вас появится такой второй шанс для того, чтобы сблизиться, сдружиться, на самом деле стать душевно ближе, и эта мощная энергия даст вам невероятный толчок для развития, который вы считали всегда, что это, скажем честно, тельцы у нас не такой знак, кому нужны там все остальные, да, тельцы самодостаточный знак, которым прекрасно хватает общения с самими собой, вот чтобы вот, как говорится, в кошелечке была денежка, чтобы вот все, что они любят, было вокруг них, их окружало, и это не обязательно люди, да, то есть чтобы были их любимые вещи. Так вот, дорогие тельцы, пришло время как раз-таки обратить внимание на вот семью, на домочадцев, для
того, чтобы вот с ними замириться, сдружиться. То есть особенно если вы поссорились с родителями, если вы разругались и то есть поругались с партнером, то самый момент, когда вы можете помириться, и это главное обрести мудрость, потому что без мудрости здесь не получится. Нахрапом взять не удастся. Поэтому, дорогие тельцы, становитесь мудрее, теплее и открывайте свое сердце. Это время пришло для вас. Те же тельцы, кто у нас еще не женат, не замужем, одинокие, кто хочет только найти свою вторую половинку, для вас момент солнечного затмения как раз-таки принесет ту ясность. Вы поймете, что вы хотите от семьи, от брака, от партнерских отношений, какими вы хотите их видеть. То есть это будет как раз-таки то самое благоприятное время, когда классно ходить на свидания, назначать встречи, крутить романы для того, чтобы вот прям найти того самого человека, потому что не просто так это событие дается, да, то есть вы можете вернуться назад и сделать работу над ошибками, ну и делайте, и делайте. Хотела сказать, что близнецов как-то обойдет это событие. Нет, ребят, близнецов не обойдет. Близнецы, вот все ваши вот эти болтания, метания, непонятное существование, там поучился, здесь поучился, там потусовался, там посплетничал, вот эти вот все болтания туда-сюда, непонятные мероприятия в жизни, что вы хотите от жизни, для чего вы пришли сюда. Ну, пришел момент нарисовать себе жирную цель и понять, что вы хотите-то в жизни. Пришло время для вас определиться с карьерой, определиться с семьей, потому что те близнецы, которые еще не женаты, не замужем, то есть для вас это то самое время, когда необходимо найти свою вторую половинку, начать бурный роман, начать вот это план в долгую. То, что вы не любите, то, что вы говорите, это не ваше, и это не про вас, нет, оно про всех на самом-то деле, просто вам, близнецы, это дается очень сложно, поэтому начинайте работать в долгу, это как раз-таки затмение вас сюда и заземляет. Дорогие любимые раки, что могу сказать? Не скажу, что обойдет вас, конечно же нет. Для вас это будет одним из таким мощным, в роковых, я бы так сказала, солнечных затмений, которые случится, и этот коридор событий, который откроется, он для вас очень важен. Не пропустите его, пожалуйста, потому что энергия заключена дома, в семье, и это прямая проекция на работу. То есть то, что вы не делали, не сделали, не доделали, не обращали внимания, думали, зачем вам эта карьера, я же ведь реализован в семье, да, или там, зачем мне семья, я реализован в карьере, да. То есть это затмение как раз-таки обращает ваше внимание на то, что наведите порядок в семье и в доме, и поймите, что у вас здесь должен быть баланс. То есть невозможно уйти в одну только сферу, забросив полностью другую, начнутся проблемы. То есть та сфера, где вы не дорабатываете, начнутся проблемы. То есть либо это дом, либо это работа, да, то есть если вы решили как бы дома спустя рукава все вот это вот отпустить, то значит у вас начнутся там, естественно, проблемы, это логично, да, то есть, ну, как бы астрология только лишь говорит о разумных вещах, которые происходят с нами в этом мире. Я не говорю ни за какую магию, с этим не работаю, это не моя специальность, я говорю про обычные логические вещи, которые, то есть причина и следствие, следствие и причина, да, то есть обратите, пожалуйста, на это внимание, и у вас как раз-таки будет сбиваться и карьера, если вы ушли только в семью. Поэтому здесь должен быть баланс. Настройте этот баланс. А если у вас вообще нет семьи, и у вас только одна карьера, то и карьера начнет сыпаться. Да? Вам необходимо черпать энергию как раз-таки. Почему у раков такая история? Необходимо для работы, для карьеры, для социальной реализации черпать энергию в семейных ценностях, в семейных отношениях, вот это семейное настроение, да, то есть это ваш эгрегор душевный, на котором растет ваша работа, карьера и социальный статус. То есть вы растете в социуме только вместе с семьей. То есть рак – это не одиночка по жизни, да, то есть вы не отшельники, нет, вы рак, который вокруг себя создает семью, создает вот это единство, создает вот это вот миролюбие, вот это вот мышление, мудрость семейную,
да, и на этой энергии у вас есть сила и мощь расти в социуме. То есть это солнечное затмение как раз-таки вам об этом напоминает. Дорогие львы, для вас это затмение как раз-таки привносит и останавливает вас, и говорит вам, что необходимо потушить мощную энергию понта. Необходимо немножко вот это вот вот немножко вот этот павлиний хвостик-то убрать, обратить свой взор на детей, на родителей и посмотреть, почему у вас не складываются отношения ни там и ни там. Насколько душевно у вас складываются отношения с вашими детьми, насколько приятно это взаимодействие, насколько оно слаженное, насколько оно мудрое, насколько оно такое, каким вы его себе видите. А если вы вообще считаете, что ребенок это тот персонаж, которого вы родили, и он пошел по жизни потом один, то здесь давайте отковыривайте свои отношения с родителями и смотрите, где у вас сбой там. Не с точки зрения мама-папа виноваты. Нет, мама с папой дали вам жизнь, и жизнь дали прекрасную. Они вас родили, они вас сделали достойным человеком, по крайней мере, вы себя таким и считаете. Поэтому, дорогие друзья, вспомните своих родителей, встретьтесь с ними, пообщайтесь с ними, научитесь у них тому, чего вы до этого момента учиться не хотели, потому что вы реализовываетесь как раз-таки, львы максимально реализовываются в социальном статусе, когда общаются со своими детьми. Потому что если у вас контакта со своими детьми, у вас нет этой энергии легкости, у вас нет этой энергии праздника, у вас нет, эта энергия работает не так, как надо. То есть она сбита, она с сумасшедшим каким-то таким раздраем, она не такая, как должна быть, она вот не мудрая, не душевная, не от любви она идет, да, поэтому вот особенно если вы распыляетесь, львы, особенно если вы лев такой вот павлин где-то в обществе, а дома вас нет, вот давайте меняйте. Как раз таки это солнечное затмение дано вам для того, чтобы перебрать вот эти самые отношения, потому что все ваши материальные благосостояния идут как раз таки от родительско-детских отношений. И здесь, дорогие львы, не получится заработать больше, получить больше подарков, плюшек или там, если вы хотите себе классного, потрясающего любовника, да, то есть встретить того самого мужчину или ту самую женщину, не разобравшись как раз-таки в отношениях с родителями. Особенно если вы не общаетесь очень долгое время со своими родителями, это затмение как раз вот вас подводит к тому, чтобы вот встретиться, замириться, поговорить, потому что от чего ругаться-то? Потому что отцы и дети – это один и тот же персонаж, только в разной обвертке. Потому что одни и те же дети рождаются у тех же родителей. То есть мы являемся той самой частью любимой от наших родителей, то есть то, что они в нас вложили, то, что они нам передали. И то есть мы точная копия наших родителей. От чего бежать-то? Поэтому, дорогие друзья, львы, работа сложная, но она того стоит, потому что после этого пойдет и реализация, и карьера, и плюшки, и удача, и статус, и те самые Мальдивы, которые вы хотите, и вся та бурлящая, бурная, магническая, которая манит вас в жизнь, вот она вот придет, да. Поэтому, дорогие друзья, работы еще много. Деньги, финансы, материальные блага, социальный статус – это тема затронет именно вас, девы. Почему вы не идете вперед? Почему вам давно не хватает тех средств, на которые вы живете, но вы почему-то не идете вперед? Не идете вперед, почему? Расскажу вам, потому что страшно. Потому что страшно, и эти страхи вам дано как раз-таки в это затмение разобрать. Потому что, разобрав эти страхи, вы усилите только свою карьеру, естественно, поднимете свой материальный уровень, свое благосостояние. От этого наполнится просто вот внутренняя энергия и появится. И, конечно же, для дев, когда у дев падает копеечка, когда меняется их социальный статус, он идет очень медленно, планомерно, да, но, естественно, сразу выравнивается здоровье, потому что, когда у дев нет того уровня достатка, который они хотят, когда нет социального статуса, понятного положения в жизни, они
начинают чахнуть, они начинают волноваться, портится начинает их здоровье, и нет ничего хуже для девы. Естественно, самая крайняя стадия, они начинают ворчать. Поэтому, дорогие девы, подумайте о себе с точки зрения своего дальнейшего развития и поднятия своего социального статуса, потому что как раз-таки складываются обстоятельства для того, чтобы подняться на ступень, а то и на 2 выше, построить карьеру, ту, которую хотите именно вы, и события будут складываться как раз-таки благоприятно. Вот это мощная энергия, которая будет сложной на небе, то есть ваше противостояние вашим страхам, вы скажете, да я вообще ничего не боюсь, вообще, ну, если вы еще до сих пор не там, где вы хотите, значит, вы определенно боитесь многого, да, и это солнечное затмение, оно будет прям благоприятную энергию нести для развития, не упустите этот момент, этот коридор событий, как я его называю, да, будет специально для вас. Весы. Апогей всего, апогей надежд, апогей любовной сферы, апогей ваших действий наступит как раз-таки в солнечное затмение, потому что оно случится в знаке весов, и здесь как раз-таки будет очень мощное напряжение у вас. Солнце, Луна будут в вашем знаке в соединении с кармическими узлами. Плутон в квадратурах как раз-таки будет напрягать, и будет у вас ощущение, что вы делитесь на части. Ни в коем случае не разваливайтесь. Вам будет сложно с точки зрения того, что ваша душа и мудрость, и желания, и хотелки, то, как сейчас обстоит ситуация в вашей жизни, вам будет казаться, что вообще все вышло из-под контроля. На самом деле вам необходимо собраться для того, чтобы самим организовать вот это вот, понять, где вы провисаете, почему ваши любовные отношения, да, сфера ваша складывается не так, как вы этого хотите, почему у вас такой большой глобальный застой, почему вы не пришли туда, куда вы хотите, где вы потеряли свой путь жизненный, потому что совсем недавно вы хотели жить вот так, но вы до сих пор еще где-то далеко от своей цели, которую вы себе когда-то нарисовали. Поймите тот самый момент, где вы ушли со своего пути, и найдите свой путь. Почему вы стали творить вообще абсолютно странные, непонятные для себя вещи, когда вы хотели и понимали, что ваша цель вот она, но вы пошли другим путем вообще. Поэтому, дорогие весы, для вас это будет очень сложное затмение. Необходимо будет определиться и в личной жизни, и в социальном статусе, чего вы хотите, да? В любовных отношениях понять, что вам не хватает в общении с этим человеком, почему вам не хватает, навести порядок, грубо говоря, да? Настроить вот ту самую гармоничную, весовскую, лямурную энергию для того, чтобы вот в паре у вас в партнерстве все стало хорошо, потому что вы черпаете с этого партнерства все то самое ценное для реализации себя в этом мире. Поэтому, дорогие весы, для вас это затмение будет сложноватым, но оно очень сильно необходимо. Не делайте резких движений, не делайте поспешных выводов. Понимайте, что вам дано это время, и энергия будет как раз-таки благородная для того, чтобы выйти красиво из ситуации, для того, чтобы построить будущий трамплин для своей жизни, для любви, для брака. Если вы еще не женаты, не замужний, то вы найдете как раз-таки свою вторую половинку в этот момент, да, в этот коридор событий. Если же вы уже в браке, то вы как раз-таки выстроите, у вас хватит силы, возможности, энергии для того, чтобы выстроить свой брак и отношения в нем, как вам этого хочется. Но смотрите, не жестите, потому что захочется делать резких движений, показать свой павлиний хвост, а необходимо партнерство сделать, чтобы оно было выгодным для обоих, для того, чтобы оно было еще и душевно приятно для обоих. Поэтому весы, у вас задача такая сложная, но она возможна, она как раз-таки к реализации, уже на этой энергии вы построите свой классный, потрясающий социальный статус, и те материальные блага, которые вы хотите привлечь в свою жизнь, да, как раз-таки ту энергию благородной жизни, да, благодати, которую вы хотите привнести, она у вас будет. Но здесь необходимо потрудиться. Просто так не будет ничего. Просто так, напоминаю, случается с нами только плохое.
Сказать, что для скорпионов это затмение пройдет как-то лайтово, да нет, как раз таки для скорпионов это затмение будет одним из, не хочу сказать, что роковым, да, но оно будет самым таким сногсшибательным, с точки зрения, оно будет сложно, оно будет кармичным, оно таит в себе очень много энергии, и здесь как раз таки, товарищи скорпиончики, пришло ваше время расхламиться, да, расхламиться с теми отношениями, которые вам не нравятся, расхламиться с той жизнью, которая вам не нравится, с теми благами, которые у вас как бы есть, но вы их не цените, понять, почему вы их не цените, и пойти как бы дальше, да. Коридор затмения открывает для вас таки ту самую мощную энергию, на которой вы проживете еще 2-3 недели, и эта энергия будет способствовать вас как раз таки к вашему росту, да, к вашему развитию, потому что вы сейчас находитесь немножко в застое, в таком вы много заходите в застой, товарищи скорпионы, да, вы многое не делаете, что вам нужно, да, если вы делаете, то эти действия какие-то резкие, злые, непонятные, да, помните, основная суть скорпиона – это не просто кусать, да, основная суть скорпиона – это помогать, лечить, это спасать людей, спасать жизни, да, потому что в скорпионе заключена самая вот та вот лекарская способность помогать через боль, помогать через страдания. Но почему получается так, что скорпион самый сложный знак, и всегда страдает скорпион, да? Потому что у него эта сила, у него эта мощь, энергия у него есть, но он не распоряжается этим для того, чтобы помочь этому миру. То есть получается, скорпион эту энергию украл, да, и в себе держит. И естественно, что эта энергия распыляется только на него, получается, он только постоянно спасает себя из каких-то странных ситуаций, да. Поэтому, товарищи скорпионы, поймите вашу силу, вашу внутреннюю опору найдите и начинайте уже вытягивать не только себя, быть таким эгоистом, да, начинайте помогать другим, потому что чем больше вы будете помогать другим, спасать их, ну, во-первых, вытащите себя из этого всего, то есть эта энергия как бы перебазируется с фокуса на вас, на фокус других людей, то есть вы станете таким как бы а-ля спасителем, ну, то есть это такая базовая функция скорпиона, для чего у нас есть такой знак зодиака, да, поэтому, дорогие скорпиончики, прекращайте жалить, прекращайте творить дичь и начинайте заниматься тем самым, для чего вы рождены в этом мире, да, вот спасать, вытягивать за уши всех тех людей, кто не понимает великой ценности жизни, что такое жить хорошо, что такое жить, ну, как бы правильно, да, понимать суть жизни, законы кармы, законы мироздания, для того, чтобы идти правильно по этой жизни. И не надо быть вот этим скорпионом, который портит все, да, который вот жалит, такой вредный, такой укусливый. Нет, ваша суть, она другая, но вы почему-то решили стать вот тем другим скорпионом, да, для того, чтобы делать людям плохо и больно. Сделайте, поймите, осознайте, вот здесь как раз-таки вопросики кармы, в это солнечное затмение вы сбросите вот этот негативный балласт себя и пойдете в ту самую нужную сторону, куда вам необходимо идти. Потому что эта ноша тяжелая, если вы ее несете и своей силой как бы не делитесь ни с кем, да, то есть если вы не помогаете этому миру, от вас какая тогда польза? Тогда хоть себе помогите. Но мир так не устроен. Скорпионы у нас получились не для того, чтобы это был знак, который будет только в себе энергию держать. Нет, поэтому у нас очень много вредных таких людей, злых, озлобленных, которые творят негатив и дичь, да. Необходимо спасать, помогать мир. Мир и так погряз в чернухе. Необходимо его вытаскивать. Вот в это как раз-таки затмение, эта энергия для вас, эта мысль к вам придет, и необходимо как раз-таки начинать уже первые действия для того, чтобы понять, кто вы, ваш путь в жизни, ваша цель, почему вы сидите, почему вы ничего не делаете, почему вы только все портите вокруг себя, и вы же сами получаетесь недовольны своей жизнью. Вы скажете: нет, это все остальные портят мою жизнь. Нет, товарищи скорпионы, все притягиваются к вам на вашу мощную энергию, но она у вас не работает, как должна быть. Так не подходит, понимаете?
отнимаете этому миру. Получается, вы украли энергию вот эту мощную, и все говорите, что все виноваты. Нет, мир не виноват, мир просто вам каждый раз в виде людей говорит вам, что изменитесь, станьте добрее. Конечно, сложно Скорпиону стать добрее, да, но нужно понять, почему вы творите столько гадостей, да, почему вы не идете вперед. Ничего не случится, если вы поменяете свое мышление и начнете жить ту самую приятную, счастливую жизнь. В счастье есть радость, товарищи Скорпион. Если вы обретете вторую половинку, это не говорит о том, что вы какими-то слабыми станете. Станете вы слабее, и слава богу, хоть чуть-чуть ослабите свой вот этот внутренний, накаленность, свою внутреннюю вот эту вот струну, которую вы натянуты, да. Поэтому станьте как раз-таки чуточку слабее вот здесь, уберите вот это вот энергию контроля, жесткого прессинга, откройтесь к миру, как раз таки вот в это солнечное затмение будут приходить первые мысли, люди, друзья вам будут про это говорить, на работе вам будут про это говорить, естественно, вам дома будут про это говорить, просто вы домочадцев своих не очень-то любите слушать, но начните уже наконец-то к ним прислушиваться. Наверное, единственный знак, у кого произойдет более-менее, на кого очень сильно не повлияет это затмение, это будет Стрелец, да, но почему не повлияет? Не повлияет именно 14 октября в коридор затмений, вот в этой ситуации, но истории, которые будут происходить со Стрельцом после этого коридора событий, да, как раз-таки будет ему на руку. Да, дорогие стрельцы, для вас энергия вот этих внутренних душевных разборок начнется позже, в ноябре, ближе к вашему дню рождения. И вот там как раз-таки после того, как вот этот коридор событий, затмений закончится, да, у вас как раз-таки начнется ваша работа, немножко с опозданием, да, поэтому, дорогие стрельцы, если же вы хотите начать раньше, вы можете начать со всеми, но история того, что вы будете понимать свою ценность, каково ваше предназначение, ваша философия по жизни настигнет вас в ноябре, да. В октябре у вас будет такой момент простой достаточно, не отягощающий. Вы будете смотреть на все происходящее и думать, а вот у меня все хорошо, а моя хата с краю. Но нет, ребят, как говорится, карма настигает всех, и эти вопросики вы будете решать в ноябре, как раз-таки перед запуском ваших соляров, перед днем рождения, придет такой момент, когда вы будете понимать, а что я сделал, почему я здесь, для чего я здесь, почему я что-то не сделал, сколько времени было потрачено, не реализовано, и будет такое сожаление, что вот можно было, а я не сделал. Да, и время прошло, и время упущено, и уже не вернуть. На самом деле, да, то, что сделать проще в 35, в 45 сделать сложнее, что можно делать в 45, в 55 сделать еще сложнее, чем в 45. Да? Поэтому, дорогие стрельцы, вы можете начать сейчас вместе со всеми знаками в это затмение понимать, подводить черту, подводить итоги, потому что скоро запустится ваш соляр, и вы все равно придете к этой мысли и поймете, что необходимо как бы обрести уже свой смысл жизни, свою философию и то, каким человеком вы хотите стать, потому что жить-то хочется красиво и хорошо, а энергии-то в это вложено очень мало, поэтому, дорогие стрельцы, вот такие мысли привнесет у вас постзатменное время. Желаю вам не затягивать, не лежать на диване, не затягивать с этими мыслями, потому что затмение как раз-таки это та энергия освобождения. Начинайте сбрасывать тот балласт, который вам мешает прийти туда, куда вы хотите, и вы уже к концу этого коридора затмений уже поймете, куда вы стремитесь, потому что месяц, 3 недели, месяц – это очень много времени для того, чтобы в корне что-то сделать и поменять, потому что энергия звезд как раз-таки к этому способствует. Дорогие козероги, для вас
Ну, что сложное будет затмение, козероги? Ну, не было никогда для козерогов. Все вот эти истории, которые происходят, да, с Сатурном, никогда они не были простыми, да. Максимально выйдут на поверхности все страхи, страхи переживаний, страхи, что вы никто, что вы ничего не достигли, что вы ни на что не заработали, что вы никто, что вам там определенное количество лет, а у вас ни двора, ни семьи, ни того статуса, который вы хотите, ни своего бизнеса, ни нормальной зарплаты, ни денег, ничего. То есть придет вот это сожаление, вот прям выйдет, оголится прям наружу все вот это состояние. Еще поймете, что с браком полное ни о чем, вот это состояние, когда нет ничего. Ну и что надо делать? Надо не сидеть, не плакать, нужно понять, почему ничего нет. А нет ничего, потому что вы просто этого не достигли, вы просто к этому не пришли, вы не постарались и вы не сделали. Вы до цель себе не нарисовали, вы не написали себе четко, что вы хотите. Поэтому, дорогие козероги, для вас это затмение как раз-таки это как вот встреча со своим вот ожиданием и реальность. Вот козероги для вас как раз там момент. Вот она, ваша реальность, поймите ее наконец, она такая, какая она есть, не хорошая, не плохая, поймите, остальным людям вообще без разницы, что у вас там есть, что у вас нет. Это только ваше дело, вы об этом сожалеете, и вы понимаете, что сколько лет прошло, у вас ничегошеньки не получилось. Почему? Потому что вы, дорогие козероги, ничего не сделали. Напишите себе большую жирную цель, вот прям скажите, я вот так хочу, я не хочу вот так, что мне там впаривают, нет, я хочу вот так, и идите туда. По чуть-чуть, да, товарищи козероги, у вас не будет резкий, легкий прорыв, нет, когда у козерогов было легко, нет, у вас будет сложно, по чуть-чуть, по каждой ступенечке, но оно будет фундаментально. То есть, если кто-то быстро где-то словил халявку, и халявка, она быстро потом улетучилась. Это закон Вселенной, закон мироздания. А у вас, дорогие козероги, ну, медленно, но зато это ваше, все это ваше, и оно не потеряно. Главное, относитесь к этому по всей строгости закона, соблюдением всех норм и правил, и будет вам великое счастье. То есть, главное, как говорится, себя везде обезопасить в законодательном плане. Идите наверх, поймите, чего вы хотите, и сделайте упор на карьеру, потому что козероги без карьеры, они просто, это невыносимые люди, они начинают просто съедать своих вторых половинок, душить свою семью и тому подобное, да, то есть начинают искоренять, грызть друзей, но это неправильно. Поэтому, дорогие козероги, все, что у вас есть, или все, чего у вас нет, но вам бы хотелось, можете в свою жизнь привнести только вы. Поэтому халявы у вас не будет. И это солнечное затмение еще раз вам напомнит, что вот все, что оно есть. Но хотелось бы больше, поэтому работаем, господа. Водолеи. Ну что, водолеи, максимально-то, конечно, вы думали, что все козероги попадут? Нет. В этот раз в затмение попадают еще и водолеи. Да как попадают? Попадают максимально. Максимально попадают. То здесь истории. В чем станет вопрос? Вопрос как раз-таки у водолеев. Кто я и зачем я пришел в этот мир? Что я сделал для этого мира? И все водолеи сядут и скажут, а я не сделал ничего, не оставил свой след в истории, не оставил свой след в этом мире, ничего здесь не соорудил, не построил, не придумал, ничего не создал. То есть я, как водолей, абсолютно бездарное существо. Но нет же, водолеи. У вас очень много талантов, у вас очень много граней, у вас очень много легкости, у вас очень много пофигизма, у вас очень много внутренней свободы для того, чтобы что-то создать. Поэтому, дорогие водолеи, остановитесь от бестолковой суеты, беготни, распыления себя и подумайте, что же вы хотите оставить в этом мире после себя. Какой вы хотите след внести в историю, создать что-то в этом мире, что-то построить, произвести, придумать, пока у вас есть на это энергия, потому что энергия затмения как раз-таки дает вам. Затмение, напомню, да, будет происходить на вашей оси тоже, и вы будете прям-таки понимать, что много времени упущено, много чего не сделано, но хочется сделать хочется. Так остановитесь и подумайте на том, что вы хотите сделать. Какие вы видели, каким вы представляли свое будущее, каким вы его себе до сих пор представляете, чисто по-детски.
радостно, с внутренними такими душевными эмоциями. Да, дорогие водолеи, для вас этот момент будет как раз-таки момент вашей социальной реализации, глобальной реализации, потому что не просто так у нас есть знак водолея, который может глобально реализоваться с легкостью, с такой свободой, придумать что-то для людей, придумать какие-то глобальные базовые ценности в этом мире, чтобы потом человечество этим пользовалось. Да? Поэтому, товарищи водолеи, посыл у вас большой, мощный, пользуйтесь им. Не распыляйте свою энергию на пофигизм, да, то есть вот так отнекиваясь. Нет, понимайте, что ваши мысли и идеи, они не бестолковы, они нужны, они для чего-то нужны. И люди будут этим пользоваться. При этом как раз-таки на момент затмения в вашем доме будет находиться и Юпитер, это планета удачи, да, и как раз-таки сам Уран, ваш прямой управитель, который вот на стороне вашей, будут случаться с вами в это затмение как раз-таки те странные непонятные истории обнуления. Энергия будет то вверх, то вниз. Вы будете думать, зачем оно все происходит. На самом деле будет отваливаться все то, что не нужно. Ненужные знакомые, ненужные тусовки, ненужные любовники, любовницы. То есть все то, что вас отвлекает от такой глобальной большой идеи что-то создать, создать себя наконец-таки в этом мире, потому что без глобальной реализации водолеи очень несчастно живут на самом деле. И здесь стоит обратить на это внимание, потому что для вас, когда есть внутренняя свобода и легкость, это самое важное. Дорогие водолеи, еще раз напоминаю, что удача будет на вашей стороне. Главное правильно и грамотно распорядиться этой энергией. Звезды будут вот вам говорить, что да, идите к прорыву, идите к своему созданию, идите к своей профессии, которой вы хотите, давным-давно хотите дойти, но у вас не получалось. Да, планы будут срываться, но положитесь на свою интуицию, то есть действуйте по ситуации. Кардинально будет меняться многое, но вам это будет только на руку. Главное в этот момент не сидеть и не бездействовать. Поэтому, дорогие водолеи, у вас должно все сложиться, если вы не будете сидеть в таком раздрае, в переживаниях о том, что ой, как-то вот все стало не так, как раньше. Потому что водолеям, как раньше, уже не интересно. Поэтому идите в ногу со временем и развивайтесь. Дорогие рыбы, для вас это солнечное затмение будет одним из сложных, потому что будет мощно задействована ваша энергия. Сам Нептун, ваш управитель, будет находиться как раз-таки в вашем доме, в вашем знаке. Здесь же еще будет Сатурн, который будет привносить ту самую четкость и стабильность, которая вам не нужна и не даст вот этой интуитивной энергии ходить и гулять, как вам надо. Отслеживайте у себя все моменты переживаний, разочарований и тех ситуаций, которые вы упустили. Для вас это будет такой коридор затмения, откроет момент упущенных выгод, да? То, где вы не постарались, и то, где вы пошли не тем путем, где вы вообще не пошли, где вы не постарались и ничего не сделали для себя и для своего развития. Но еще раз говорю, это затмение как раз-таки привнесет ясность действий. Необходимо вытаскивать на поверхность свои страхи и свои как раз-таки сожаления, идти вперед. Потому что энергия у вас будет мощная, она будет благодарная для вашего развития. То есть большие деньги, большая власть, большая душевная мощь, а еще главное, события будут складываться в вашу пользу. Вам главное найти и понять, то есть очертить себе вот этот путь, который вы хотите, да, и включить свою интуицию, потому что оголит вашу интуицию в этот момент, и события будут как раз-таки подталкивать к тем действиям, которые вы давно задвинули в долгий ящик. Но этим-то, дорогие рыбы, для вас и есть сложность, потому что, как говорится, вы привыкли чувствовать, вы привыкли переживать, но здесь необходимо будет включить действие. Напоминаю, это солнечное затмение как раз-таки нам дано для того, чтобы мы начали действовать. Если вы смотрели мое видео про кармические узлы, которые с нами случился переход кармических узлов в июле месяце, то есть сменился знак узлов, да, и вот для вас, рыбы,
рыбы как раз-таки необходимо начать действовать, то есть вытаскивать максимально, то есть вы прямиком подходите к реализации своих глобальных кармических задач. Для чего? Ну, для реализации себя, для того, чтобы строить этот мир. Нам, рыбки, извините, нужны ваши действия, нам нужно ваше видение, ваше красивое видение, ваше миролюбие. Миру нужен мир, понимаете, рыбки? И вам необходимо найти вот этот внутренний эгрегор, покопаться в своих страхах, переживаниях. А получится у вас это все сделать после того, как вы разберете свои основные сферы жизни, да? То есть это ваша семья, это любимый, это дети, это ваша реализация, карьера, статус социальный, да, и после этого, естественно, можно подумать и о глобальном. Поэтому, дорогие рыбы, нам необходимо от вас именно глобально, то есть как, имеется в виду, что вы уже на момент этого солнечного затмения должны были уже разобраться со всеми недоделками в других сферах жизни, то есть вы уже как бы на порядок выше, на голову выше всех других знаков зодиака, и мы уже смотрим на вас и делаем как вы, поступаем как вы. А если вы в раздрае, то как тогда построить этот мир в этом мире, понимаете, рыбы, да? Поэтому солнечное затмение нам как раз таки дано не только для понимания, а для действий. Поэтому, дорогие рыбки, начинайте действовать, чтобы изменить свою жизнь, которая вам не нравится. И у вас обязательно все получится с помощью интуиции, с помощью ваших действий, благородных действий, действий позитивных и благоприятных для этого мира. Да? Вы нам, рыбы, очень нужны. Дорогие друзья, это был как раз-таки гороскоп, прогноз на солнечное затмение, которое случится с нами в октябре 2024 года. Мы плавно движемся с вами в век, в эру глобальных, сильных, мощных изменений. И это затмение нам дано для того, чтобы пойти выше на одну ступеньку эволюционного развития, да? Понять, где мы не понимаем, где мы ошибаемся, где мы заблуждаемся, где мы остановились. Почему мы не идем своим путем, почему мы погрязли в бездействии, да? Почему мы не работаем на благо человечества, почему каждый создал себе тот свой капитализм внутренний, да? Закрылся от всех и живет своей вот этой обособленной жизнью. Необходимо стать открытием, необходимо стать миролюбивее для того, чтобы построить мир и счастье. И от нас Вселенная требует именно этого, с помощью действий, основанных на дипломатии, на принятии других людей, на принятии других точек зрения. Именно это солнечное затмение открывает коридор событий, в котором мы можем это сделать. То есть еще раз сделать ту самую работу над ошибками, которую мы давно не хотели сделать. Дорогие друзья, спасибо за то, что досмотрели это видео до конца, а я буду ждать вас в следующих роликах.